Всем привет! Те, кто давно подписан на мой канал, думаю, помнят эту историю. Примерно 3 года назад, как-то блуждая по интернет-барахолке, высмотрел и приобрел старый советский сверлильный станок 2М112. Станок был в очень печальном состоянии, но приложив руки и немало усилий, удалось его восстановить и пустить в работу. Для тех, кто не видел, на канале есть 2 видео с восстановлением этого станка. Также под станок была изготовлена станочная тумба с выдвижными ящиками для хранения оснастки и нишей под частотный преобразователь с обратной стороны. В таком состоянии станок отработал 3 года, и за это время показал он себя просто отлично, но несмотря на все это, один недостаток в нем я все же нашел. Станок уверенно сверлил небольшие отверстия диаметром 12 мм, что в принципе является его заявленным паспортным значением, но при использовании коронок больших диаметров на пониженных оборотах мощности родного двигателя на 550 Вт категорически не хватало, а потому было принято решение накатить на него сразу Stage 3. Те, кто связан с автотюнингом, думаю, меня поняли. В общем, заменить двигатель на более мощный. Мой очень хороший друг, услышав об этой проблеме, просто подарил мне подходящий мотор, за что ему огромное спасибо. Сняв защитный кожух, можно наблюдать 5-ступенчатую клиноременную передачу. Это настолько нужная и полезная вещь, что за 3 года работы ремень я ни разу не переставлял, потому как в моем случае двигатель запитан через частотник, на котором я выставил ограничение частоты в 100 Гц вместо 50 Гц, что в обычной сети. Это позволяет изменять обороты шпинделя в очень широких пределах. Ослабляю натяжение и снимаю ремень. Кстати, частотник в моем случае на 1,5 кВт, и для нового двигателя его хватит даже с запасом. Покупал его на AliExpress. Кому нужно, ссылку на надежного продавца, где брал не один раз, дам в описании. Снимаю шкив и откручиваю мотор. Родной двигатель на 550 Вт я заменю на новый, мощностью 1,1 кВт. Его габариты чуть больше, но что самое главное, фланцевое крепление у него точно такое же. Диаметр вала старого двигателя 19 мм, нового 22. И чтобы не растачивать отверстия в старом кривом шкиве, который вдобавок ко всему имеет биение, шкив я решил изготовить новый, но только на 2 ступени. Поскольку доступа к алюминиевому кругляку заводского изготовления у меня нет, заготовки я выплавляю и отливаю сам в своем газовом горне. И опять же, для тех, кто не видел, видео с постройкой этого горна и плавкой металла есть у меня на канале. Заготовки самых ходовых размеров я стараюсь всегда держать в наличии. Снимаю размеры со старого шкива и отправляюсь к токарному. Торцую заготовку. Дальнейшую обработку буду вести по УЦИ. Произвожу обдирку, снимаю размеры заготовки и заношу их в систему. Резец привязан к координатам, можно точить. Канавки под клиновой ремень буду делать обычным канавочным резцом, потому как специального фасонного резца для этих задач у меня нет. Поворотом малой продольной задаю необходимый угол. Угол зависит от диаметра шкива и прописан в ГОСТ. В моем случае это 34 градуса или 17 градусов на сторону.
Делаю примерку. Все отлично, можно переходить к сверлению и расточке отверстия под диаметр вала. Вот какой шкив в итоге получился. Не самая качественная отливка, одна из первых, а потому имеет большое количество пор. Но для шкива это не критично. Двигатель можно было бы установить на станок и в таком виде, но те, кто давно подписан на мой канал, прекрасно знают, это не мой подход, и я так не работаю. Если уж делать, то качественно и доводить дело до конца. Хоть двигатель и новый, но от длительного хранения в сырых условиях выглядит он не очень. Имеются следы коррозии, родная краска легко отлетает. Красить по такой поверхности ни в коем случае нельзя. Произвожу разборку двигателя для дальнейшей очистки. Тщательно укрываю обмотки статора во избежание их дальнейшего повреждения. Как вы помните, прошлый двигатель я очищал песком с помощью вот такого пескоструйного пистолета. Со своей задачей он в принципе справляется, но его производительность крайне низкая, а расход воздуха и песка просто гигантский. Вдобавок ко всему, металлическое сопло в нем очень быстро вырабатывается, отчего его производительность падает еще сильней. Те, кто таким работал, меня поймут. Все это мне надоело, и я решил собрать нормальный полноценный пескоструйный аппарат с выносным баком. В качестве корпуса подготовил баллон от 10-литрового порошкового огнетушителя. Но когда дело дошло до покупки различных сантехнических фитингов, кранов, шлангов и влагоотделителей, я задумался о целесообразности этой затеи. Посчитав все затраты, понял, что выгоднее будет взять уже готовый аппарат. Пескоструй выбрал спутник, хорошо известную многим модель. Бак взял самый маленький, на 18 литров. Забегая наперед, хочу сказать, такого объема более чем с головой хватает для небольшой мастерской, да и для средней, думаю, тоже. В комплекте уже идет все необходимое, включая гарантийный талон, подарочный сертификат и подробную инструкцию по сборке и эксплуатации. Конкретно эта модель пескоструя привлекла меня формой воронки в верхней части бака. Как она покажет себя в работе, далее посмотрим. Мне кажется, купив по отдельности все эти детали при самостоятельной сборке, особо сэкономить не получится. Один только армированный рукав для песка, влагоотделитель и специальный пистолет чего стоят. Для герметизации резьбовых соединений в комплекте идет фум-лента, но лично я не любитель ее использовать. На месте производителя в комплект я бы лучше положил тюбик с анаэробным герметиком. Как по мне, собирать систему на него гораздо проще. Для избежания песчаных засоров тут реализована достаточно интересная конструкция смесителя, собранная из тройника, заглушки и жиклера, которая в момент простоя пескоструя не позволяет образовываться в шланге пробки из песка. Для более быстрой полимеризации герметика соединение прогреваю феном. Аналогичным образом собираю узел подачи воздуха. Полчаса и пескоструй готов к работе. За счет колес транспортировать аппарат действительно очень удобно. В качестве абразива буду использовать сухой сеянный песок. Как оказалось, засыпать песок действительно удобно. Чтобы
Чтобы уплотнитель пробки не спадал, его я приклеил на несколько капель суперклея. Двигатель подготовлен, пескоструй заряжен, можно начинать. Подключаю шланг с воздухом и сразу выкручиваю давление на редукторе на максимум. Открываю подачу воздуха и ставлю пробку на свое место. Ее фиксация производится давлением воздуха в баке. Давление стабилизировалось, можно песочить. При работе с пескоструем обязательно используйте средства защиты глаз и дыхательных путей, чтобы не заработать силикоз легких. Для защиты я использую обычный противогаз. Он в этом деле показал себя лучше всего. В отличие от всевозможных очков и щитков из поликарбоната, стеклянные стекла, масло масляное, не так сильно запесочиваются от летящего песка. Для защиты фильтра противогаза от крупной пыли и песка его я закрыл слоем нетканого материала. С алюминиевых поверхностей краска сносится на раз-два. Также производительность пескоструя напрямую зависит от давления воздуха в системе, используемого абразива, его фракции и диаметра сопла. Абразив не обязательно должен быть речной или кварцевый песок. Это может быть купер или никель-шлак, стеклянная дробь, оксид алюминия, более известный под названием электрокорунт, а также чугунная или стальная дробь. В общем, для каждой задачи свой вариант, а использование песка в первую очередь обусловлено его дешевизной или даже бесплатностью, но имеет недостаток в виде не очень высокой эффективности в сравнении с другими более дорогими и агрессивными абразивами. Как оказалось, манометр, установленный на баке, вещь более полезная, чем я изначально думал. По нему очень удобно ориентироваться и понимать, когда производить подачу песка. Наибольшей производительности можно достичь, открывая подачу песка, когда стрелка подходит к 8 атмосферам, но компрессор еще не успел отключиться. В таком режиме песочим до 6 атмосфер. Далее делаем паузу, дожидаясь поднятия стрелки до 8, но не дожидаясь отключения компрессора, начинаем песочить, и так по кругу. Производительность компрессора в этом деле также очень важна. И я бы сказал так, компрессор должен качать и выдавать на выходе не менее 300 честных литров в минуту. Посчитать реальную производительность своего компрессора можно, произведя несложные расчеты. Для этого необходимо лишь знать объем ресивера и время, за которое он его наполняет до определенного давления. Формула для расчета выглядит так. Очистка чугуна и стали происходит уже посложнее, но все равно намного быстрее, чем со старого пистолета. Также немаловажную роль для работы с пескоструем играет качество подготовки самого воздуха. Воздух должен быть максимально сухой, а в противном случае влага будет выпадать в шланги в виде конденсата, смешиваясь с песчаной пылью, образовывать грязевые тромбы и забивать сопло, отчего его придется часто чистить. Что касается расхода песка, то в данном пескоструе он ниже, чем в пистолете, который я ранее использовал. Было интересно опробовать новую игрушку на ржавом рожковом ключе и вот такой старинной ручке, посмотреть, как он их очистит. Вот какого результата удалось добиться. Вот какого качества очистки удалось добиться. В целом, данным пескоструйным аппаратом я остался доволен. А самое приятное то, что дорабатывать напильником ничего не пришлось. Все работает прямо из коробки. На всякий случай ссылку на сайт производителя я оставлю в описании. Вдруг кому пригодится. Обезжиривать поверхности после пескоструя для покраски не нужно, их достаточно лишь обеспылить продукт сжатым воздухом. Как по традиции, красить корпус статора буду серебрянкой, а остальные детали в черный. Посадки под подшипники закроют попадание краски крышками от баллончиков. А пока краска сохнет, произведу со станком еще одну небольшую доработку. Установлю индикаторный диод, который будет сигнализировать о том, что станок включен в сеть и готов к работе. Делается это очень просто. Светодиод подключается параллельно основному выключателю. Светодиод я использую специальный, рассчитанный на сетевое напряжение 230 вольт. Краска высохла, произвожу распаковку и обратную сборку двигателя.
Вот какой красавец в результате получился, прям лучше нового. Изначально фиксацию шкива от проворота на валу двигателя хотел сделать с помощью установочного винта. Под это на шкиве сделал соответствующий поясок, но после передумал и решил сделать посадку на горячую. Разогреваю шкив горелкой и устанавливаю на вал мотора. После остывания алюминий сжимается и шкив очень плотно фиксируется на валу. Для снятия шкива в дальнейшем его снова придется нагреть и дополнительно использовать съемник. Вот как в сравнении выглядит старый мотор и шкив. Устанавливаю мотор на место и подключаю питающие провода. Накидываю и натягиваю ремень. Чтобы убедиться, соответствуют ли обороты шпинделя оборотам на регуляторе, делаю контрольное измерение с помощью тахометра. Обороты шпинделя соответствуют оборотам на шкале, а значит новый шкив имеет правильный диаметр. Устанавливаю на место защитный кожух и станок готов к работе. По вашим советам из комментариев для подсветки рабочей зоны купил вот такой классный светильник на гибкой ножке. Он оказался очень удобным, а за счет магнитного основания его можно крепить как угодно и на различные станки. Кому нужно, ссылку где брал дам в описании. Также, почитав ваши комментарии, решил отказаться от установки на станок системы подачи СОЖ. Это не тот станок, на котором она столь необходима, а потому эти выключатели пока останутся незадействованы. Для крепления тисков на рабочем столе изготовил вот такие Т-образные болты. Кстати, видео с изготовлением этих тисков, а также инструментальных тумб с выдвижными ящиками можно посмотреть у меня на канале. Для тестов возможностей станка возьму сверло на 20 мм, а также самые крупные биметаллические коронки, которые у меня есть. Сверлить будем фольгу толщиной 1 см. Пилотное отверстие сделаю сверлом на 6 мм. Но теперь в ход идет 20-ка. Для такого диаметра обороты снижаю. Затыки сверла были связаны с недостаточным натяжением ремня. Его я натянул, и процесс пошел. Думаю, комментарии тут излишни. Стружка говорит сама за себя. Меняю сверло на биметаллическую коронку диаметром 55 мм. Делаю центрирующее отверстие, а после снижаю обороты. В качестве СОЖ использую обычный мыльный раствор, потому как ничего более подходящего у меня нет. При работе с коронками больших диаметров чрезвычайно важно соблюдать скоростной режим резания, чтобы ее зубья не перегрелись и не пришли в негодность. Чем больше диаметр коронки, тем ниже обороты должны быть. Основная проблема таких коронок при работе с толстым листовым материалом – это отвод стружки. Заглубившись на толщину зуба, коронку необходимо периодически поднимать и удалять стружку из зоны резания, а в противном случае ее начинает подклинивать. Прибавка мощности получилась ощутимая. До модернизации данный станок на такие подвиги был не способен. Попробуем испытать еще одну коронку на куске профильной трубы.
Коронка не совсем ровная, а потому немного бьет и закусывает. Но тем не менее, станок с поставленной задачей также справляется. Под прошлыми видео про станок неоднократно встречал комментарии от дофига опытных мастеров, которые писали, что частотник на сверлильном станке — это излишества и понты. Я же, поработав на станке с частотным преобразователем 3 года, могу сказать обратное. Эта вещь не то что нужная, а скорее всего даже необходимая. И то удобство в работе, которое она доставляет, не заменит ничто. Ведь для каждого диаметра сверла необходимы свои обороты. И не имея частотника, я бы просто задолбался перекидывать этот ремень. Еще хотел затронуть один вопрос, который звучит так: а стоит ли вообще связываться с покупкой старого советского станка, или же лучше взять новый современный? Тут я бы ответил так: если удалось найти станок в хорошем состоянии, комплектный, не имеющий серьезной выработки в отверстии пиноли, и при этом за него просят адекватный ценник, то да, определенно стоит, потому как современный станок с аналогичными характеристиками определенно выйдет дороже. А что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Думаю, многим эта информация будет интересна. А на этом данное видео я буду заканчивать. Если тема станков вам интересна, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео на эту тему. Все ссылки на полезные вещи, как всегда, будут в описании. А пока я с вами прощаюсь. Огромной всем удачи и добра!